Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю необыкновенно вкусный, воздушный, клубничный зефир с большим количеством ягод. Зефир, который всегда получается с пониженным сегодня содержанием сахара. Сахара буду использовать на 25% меньше, чем в обычном рецепте. Зефир буду готовить без кондитерского термометра, без уваривания пюре. Быстрый очень вариант. И буду его готовить именно ручным миксером по многочисленным просьбам моих подписчиков. Такого видео еще нет на моем канале. Итак, для этого я беру 7 грамм агар-агара. Сила геля агара здесь 900. Я заливаю его 50 мл воды, такой теплой достаточно. Не горячей ни в коем случае. Перемешиваю, чтобы агар просто немножко растворился в воде. Отставляю пока в сторону. Здесь в ковшике 250 грамм клубничного пюре. Добавляю туда 150 грамм сахара. Клубничное пюре у меня здесь без сахара. Вот это очень важно. Все это просто перемешиваю. Когда агар у меня набух, я добавляю весь агар уже к клубничному пюре с сахаром. И все очень активно перемешиваю для того, чтобы весь агар полностью растворился в пюре. Это происходит достаточно быстро. Ставлю теперь уже на плиту. 2 белка от яиц среднего размера весом примерно по 50 грамм без скорлупы. 125 грамм сахара и 1/4 чайной ложки лимонной кислоты. Если у вас нет лимонной кислоты, можете добавить 1 чайную ложку лимонного сока. Важно подготовить себе здесь сразу кондитерский мешок с насадкой и то место, куда будем отсаживать зефир. Вот это важно перед тем, как мы его начнем варить. Идем сейчас на плиту. Сироп я уже поставила на огонь. Еще до того, как у меня закипел сироп, я начинаю уже взбивать белки. Как я уже вам сказала, взбивать будем сегодня именно ручным миксером. Здесь я добавляю лимонную кислоту сразу в белки и добавляю часть сахара. Примерно в 3 приема добавлю весь сахар. На полном огне у меня здесь варится сироп. Сразу, я ничего здесь не сокращаю. И до закипания сиропа примерно за минуту я начала взбивать белки. Это важно в этом рецепте. Миксер у меня здесь не мощный, максимум 300 Вт у него мощность. Обычный совершенно ручной миксер. Когда уже сироп подходит к закипанию, я начинаю его уже перемешивать. Это тоже важно, чтобы он у нас не начал пригорать, потому что температура уже приличная у него. И ввожу весь оставшийся сахар в белки. 125 грамм сахара я ввела в белки. Я все напишу, конечно же, вам в описании под данным видео. Зефир получается необыкновенно вкусный и очень быстрый. Вот сейчас, когда пошли уже активные пузыри в сиропе, он начал у нас кипеть. Вот с этого момента я отсчитываю ровно 2 минуты. Именно 2 минуты здесь у меня в этом рецепте идет. Когда варится сироп, я не прекращаю взбивать белковую массу. Прошло ровно 2 минуты, вот такие очень крупные пузыри пошли, как такие кратеры на Луне, это уже ни с чем не перепутаете. И вливаю сейчас весь сироп во взбивающиеся белки. Взбиваю здесь не на самой высокой скорости, чтобы просто у меня не брызгалось. На предпоследней скорости здесь взбиваю. Аккуратно с края ввожу весь сироп в белки и не прекращаю взбивать при этом. Делается это элементарно просто все. На мой взгляд, ручным миксером даже быстрее, чем в планетарном получается, потому что белки быстрее взбиваются, потому что их здесь мало. Ничего не собираю со стенок посуды, оставляю так, как есть. И вот смотрите, взбиваю ровно 1 минуту сейчас. Минуту повзбивала. Так после 1 минуты взбивания у меня выглядит масса. Этого недостаточно.
и взбиваю еще полминуты, 30 секунд. Здесь очень важно не перевзбить. Вот теперь меня все устраивает, уже держится небольшой такой клюв. Все, масса готова, я ее сразу же перекладываю, ничего здесь абсолютно не жду, перекладываю в кондитерский мешок и сразу же отсаживаю ее на то место, которое я приготовила. Я отсаживаю на обычную пекарскую бумагу. Вы можете на силиконовый коврик отсаживать, можете на пищевую пленку отсаживать, и это не проблема. Здесь насадка у меня 336, крупная насадка, зефирки у меня крупные. И получится из такого количества зефирной массы примерно 15 целиковых крупных зефирок, либо же 30 половинок. У меня получится здесь на видео 29, но я здесь просто торопилась и не стала уже собирать все со стенок посуды, чтобы эту 30-ю половинку отсадить. Сила агара здесь у меня 900. Агар такой мощности продается в кондитерских магазинах. Оставляю сейчас примерно на 2 часа на стабилизацию. Лучше оставить на ночь, сразу я об этом говорю. Он стабилизируется уже через полчаса, этот зефир. У меня прошло примерно 2 часа. Вот так он выглядит. Он абсолютно не липнет уже к рукам, несмотря на то, что не так много сахара в нем, как в обычном рецепте. Он прекрасно разрезается ножом и разламывается. Упругий пружинит зефир. Некоторые пишут в комментариях, что зефир мокнет. Зачастую зефир мокнет именно от того, что не дали ему время на стабилизацию. Да, он не будет у вас липнуть к рукам, он уже превосходно будет держать форму, но лишняя влага из него еще не вышла. И поэтому давайте лучше ему ночь на стабилизацию этому зефиру. Но кушать его можно сразу уже, через буквально полчаса после отсаживания его на поверхность. Сначала вот так вот посыпаем сверху сахарной пудрой, только потом соединяем половинки. Много сахарной пудры здесь я брать не советую, чтобы вам не расходовать лишнее. Буквально 30-40 грамм здесь будет достаточно на все это количество зефира. И вот такой он уже получается через 2 часа. Даже через час уже можно его будет смело соединять и нарезать. Сейчас нарезаю зефир. Там небольшие вкрапления есть именно от семечек, которые были в клубничном пюре. Пюре клубничное можно также перетереть через сито, и тогда семечек не будет. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.